Сегодня мы с вами поговорим о классической системе, разработанной знаменитым французским хиромантом Дарпентини в конце XVIII века. Сегодня Дарпентини считается одной из ключевых фигур в истории европейской хирологии. Его идеи влияли на много хиромантов других времен. Вклад Дарпентини в историю оккультизма, физиогномики и хирологии считается огромным. Именно он впервые пытался превратить искусство чтения по руке в систематизированную систему наблюдений и классификаций. Во время службы в Испании около 1820 года произошел случай, полностью изменивший жизнь Станислава Казимира Дарпентини, известного французского хироманта и офицера XVIII века. Молодая цыганка предложила ему погадать по руке. Предсказание настолько поразило офицера, что он заинтересовался древним искусством чтения на руке. С этого момента Дарпентинье начал изучать старинные трактаты эпохи Возрождения по хиромантии и самостоятельно наблюдать за руками людей. Посещая литературные салоны Парижа, он заметил интересную закономерность. Среди математиков, инженеров, ученых часто встречались узловатые пальцы, тогда как у художников, поэтов и музыкантов суставы пальцев чаще были гладкими. Это навело Дарпентинье на мысль, что форма руки связана с особенностями характера и мышления человека. В отличие от традиционных хиромантов, которые изучали линии ладони, Дарпентинье сосредоточился именно на строении руки, на форме ладони, на длине пальцев, на строении суставов, на форме кончиков пальцев, пропорциях руки. Так возникла новая дисциплина, которая была названа хирогномия. Дарпентинье разработал знаменитую систему типов рук. В нее входили простая элементарная рука, квадратная практическая рука, философская рука, коническая рука, психическая рука, смешанная рука. Именно эта классификация легла в основу большинства современных школ хирологии. В 1839 году вышла его знаменитая книга «Хирогномия». В ней он изложил теорию связи формы руки с интеллектом, темпераментом и способностями человека. Эта работа считается одной из важнейших книг в истории западной хирологии. Позднее книга переиздавалась и расширялась. Одно из поздних изданий вышло под названием «Наука о руке». После ухода из армии Дарпентини посвятил себя литературе и исследованиям. Он общался с писателями, художниками, представителями французской интеллектуальной элиты. Его уважали многие известные деятели культуры того времени. Поскольку время от времени мы будем сталкиваться с людьми, чьи руки идеально соответствуют той или иной группе системы французского хироманта Дарпентиньи, давайте дадим краткое описание классификации этой системы. Примитивная или простая элементарная рука. Этот тип руки выглядит несколько грубо. Легко распознать по квадратной ладони и коротким, толстым, относительно бесформенным пальцам. Кожа руки груба и шершава на ощупь. На ладони очень мало линий, иногда не более 3. Примитивная или простая элементарная рука, крепкая, тяжелая, малоподвижная, с короткими, как бы притупленными пальцами, несколько отогнутыми назад. Большой палец невелик и неуклюж. Из-за неразвитой подвижности обыкновенно немного отстает от ладони. Часто он весьма укорочен, неправильной формы, оканчивается почти у основания указательного. Ладонь толстая, твердая, квадратная. Кожа грубая и жесткая, часто красноватого или смуглого тона. Она бывает покрыта, это особенно характерный признак такого типа руки, на наружной части волосами, а на ладони ороговевшими мозолями.
Эту форму руки можно найти одновременно и у мужчин, и у женщин. К типу таких рук причисляют все те руки, которые отличаются шириной средней части руки, а также большой, толстой и жесткой ладонью, короткими толстыми пальцами, тупым закинутым большим пальцем, грубоватой и вместе с тем весьма несовершенной формой руки. В дополнение к этому нужно упомянуть крепкие и широкие ногти. По выражению одного хироманта, вся рука напоминает с одной стороны форму руки маленького ребенка, а с другой стороны форму руки человекообразных обезьян. Вышеописанный тип руки – это не редкость в рабочей среде и у людей физического труда, занятие которым не требует напряженной умственной деятельности. Иными словами, такой тип руки – нечестное свидетельство о мыслительных способностях субъекта. В своей жизни профессиональной деятельности люди с такой рукой основываются на физической силе, привычке и инстинктах. У них слабое воображение, нередко откровенная духовная бедность, сочетающаяся иногда с крайней впечатлительностью и обидчивостью. Главной характеристикой таких людей является удовлетворение своих естественных нужд. Они любят много и сытно поесть, хорошо выпить и выспаться, удовлетворив свои сексуальные потребности. Нередко они являются заводилами драк и потасовок, и в ярости проявляют малодушие и жестокость. Зачастую такие люди находят себя в армии в качестве наемников при боевых действиях и вооруженных конфликтах. Впрочем, почти все обладатели такой примитивной руки – консерваторы, цепляющиеся за прошлое. Они хотя и не предъявляют к жизни особых требований, но нуждаются в постоянной поддержке и грамотном руководстве. Они легко поддаются отчаянию и разочарованию, будучи сломленные болью или горем, ибо тяжеловесность их психики служит слабой защитой от негативных переживаний. А оказавшись в одиночестве, лишенные поддержки, они впадают в депрессию. Интересно, что некоторые субъекты с таким типом рук, чуждые высших проявлений человеческого духа, обнаруживают некоторую склонность к поэзии. Нередко они суеверны, но не имеют твердых нравственных устоев и в своей вере руководствуются догматической религиозной моралью. Люди с примитивными руками могут быть очень упрямыми и мало чем интересуются. Им трудно выразить свои мысли и чувства словами, поэтому время от времени, впадая в отчаяние, они становятся агрессивными. До тех пор, пока удовлетворяются их базовые потребности, они спокойно воспринимают все, что преподносит им жизнь, не задумываясь о завтрашнем дне. Практическая рука. Следующую ступень после примитивной руки занимает рука практическая. Ладонь этой руки имеет квадратную форму, но пальцы более длинные по сравнению с примитивной рукой и обладают более изящной формой. Кожа менее груба, на ладони присутствует большое количество линий. Практический тип руки имеет квадратную угловатую руку, которая характеризуется ладонью квадратной формы, которая при этом несколько вогнута и довольно тверда на ощупь. Запястье крепкое и широкое, кончики и основания пальцев прямоугольные, а суставы хорошо развитые, узловатые. Большой палец увеличен, в особенности широко его основание. Такой тип руки – практическая рука. Именно людям такого типа руки свойственны положительные сильные качества, и люди такие склонны к организаторской направляющей деятельности, они наделенные всеми качествами борца. Впрочем, при слишком резких узлах и форме таких рук точность и аккуратность переходят в педантизм, и получается отрицательный тип бюрократа-канцеляриста. Упорство, предусмотрительность и правдивость сочетаются в людях с угловатыми руками, с належностью и дисциплинированностью, а их выдержка, терпение и настойчивость сделали бы честь даже античным героям.
Они способны сделать головокружительную карьеру там, где властвует законность, разного рода условности и игра по правилам. Соответствие моральному кодексу граничит у них с крайней щепетильностью к общепринятым приличиям. Такие люди могут быть образцовыми служащими и педантичными бюрократами. Большинство из них неплохо себя чувствует там, где нужно подчинять и подчиняться, предпочитая привилегии неограниченной свободе и всегда готовы уважать авторитет начальства. В своей повседневной деятельности владельцы таких рук испытывают потребность все упорядочить и урегулировать. Они стремятся всюду установить равновесие и не понимают ни моды, ни чувств, ни желаний, если те выходят за границы установленного порядка. Уравновешенность и спокойствие имеют для них такую же притягательную силу, как неустойчивость и разнообразие для обладателей конических пальцев. Некоторые обвиняют людей с практическими руками в некоторой ограниченности, ибо те всегда отрицают то, что не принимается их чувствами, и еще более то, чего не могут понять. Возможно, они просто консерваторы, рассудок которых устанавливает тесные рамки и не владеет возможностью широкого обобщения. При этом нередко любовь к порядку граничит у них с эмоциональной сухостью и приземленностью, даже занудством. Обладатели практических рук предпочитают реальность идеальному, ум и талант блестящей внешности, а внутренние добродетели красивой оболочки. Полезность вещей они ставят во главу угла, что проявляется в стиле их одежды, домашней обстановке, выборе автомобиля. Их вещи могут насчитывать не один десяток лет, но при этом не терять своих качеств при постоянном уходе и бережном отношении. Представители обоих полов во многом сходны педантичностью и особой правильностью во всех своих мнениях и действиях. Мужчинам в высшей степени подходит карьера чиновника или служащего, играющего роль винтика в огромном механизме инфраструктуры. Вследствие чрезвычайной аккуратности, точности, пунктуальности они могут неплохо работать с числами, занимаясь экономическими подсчетами, статистикой и бухгалтерией. Только не ждите от них финансовых махинаций или какого-нибудь нововведения. Пожилые люди подобного типа упиваются порядком в отданных им во власть архивах и книгохранилищах, получая нелестное прозвище «бумажная крыса». Женщины с практическими руками занимаются не столько кухней, сколько непрестанным наведением чистоты и порядка. Что касается идеалов таких людей, то именно полезность становится превыше всего. Это касается еды, одежды, обстановки, образования, окружения. Нередко с болезненной, преувеличенной сдержанности присоединяется лицемерие. Например, эти лица ищут себе друзей среди воспитанных и дисциплинированных людей, обученных вежливо улыбаться и говорить приятные фразы. Незыблемым для них является авторитет общественного ранга, закона и обычая. Впрочем, несмотря на кажущиеся приличия и пристойности, эти люди с такими руками, никогда не смогут достичь настоящего счастья, будучи запертыми внутри своего правильного, упорядоченного мира. Обладатели практичных рук, как правило, имеют множество интересов и могут увлечься всем, чем угодно. Отсюда и название «практичные». Коническая рука. Этот тип руки отличается мягкой, изящной формой и плавными линиями. Ладонь скорее продолговатая, чем квадратная. Пальцы, как правило, длинные, с заокругленными кончиками. Ладонь мягкая, мясистая. Чисто коническая артистическая рука имеет гладкие заостренные пальцы с продолговатыми ногтями мигдалевидной формы. Это гибкая рука средней величины с большим пальцем мелких размеров. У женщин этот тип более распространен, чем у мужчин, и, несомненно, является одной
из причин названия женского пола прекрасным. Людям с типично артистическими руками свойственны порывы вдохновения, способность к творчеству. Они мечтают о творческой свободе, ненавидят бездумную механическую работу. Нередко они живут лишь своими творениями, не заботясь о моральной стороне проблемы. Например, коллекционеры с такими руками способны пойти на любое преступление ради обладания интересующей художественной ценностью. В повседневной жизни люди с коническими руками открыты для новых знакомств и взаимовыгодных встреч. Они наделены развитой интуицией, умением вводить в свою жизнь полезные новшества, приспосабливаться к различным условиям. У мужчин импульсивность и резкость характера компенсируется щедростью и великолепными коммуникативными способностями. Обаяние делает их неплохими компаньонами, но настоящая дружба может не оправдать себя из-за врожденной тяги к удовольствиям и моральной беспринципности. Впрочем, знатоки психологии утверждают, подобные люди имеют, к сожалению, большое количество дурных качеств, нежели положительных. Даже энтузиазм и щедрость, то мелкие хорошие черты, что у них встречаются, проистекают чаще из ошибок и скрытой выгоды этих людей, чем их глубокого внутреннего побуждения. Женщины с коническими руками живут скорее иском в царстве чувств, нежели в реальности. В обществе такие дамы могут блистать, но не истинными талантами, а поверхностными начитанностью. Они в одно и то же время робкие и пыхкие, скромные, тщеславные, и все их эмоциональные порывы отличаются импульсивностью и стремительностью, а не глубиной и силой. Такие женщины бывают хорошими любовницами, но их никак нельзя считать прекрасными женами и матерями. Люди с коническими руками очень эстетичны, одарены творчески и склонны к мечтаниям. Они представляют себе прекрасный волшебный мир, где все идеально и гармонично. Они не приемлют вульгарный язык и любые проявления грубости и невоспитанности. Психическая рука. Этот тип руки считается той самой формой руки, которая всегда привлекала внимание художников. Ладонь и пальцы психической руки длинны, тонки и изящны. Люди с психическими руками по своей природе идеалисты. Они обладают обостренной интуицией и крайне непрактичны. Психическая духовная рука встречается наиболее редко и принадлежит главным образом прекрасному полу. Это не рука, а ручка, маленькая, нежная и стройная. Она имеет красную коническую форму. Ладонь ее узкая, средней величины. Ширина такой руки лишь немного превосходит длину, а ладонь никогда не имеет многочисленных борозд и линий. При этом на ней можно найти только основные, явно обозначенные хиромантические знаки. Пальцы изящные, гладкие, с очень тонкими и длинными ногтевыми фалангами. Такие пальцы совершенно лишены узлов или только слегка волнообразны. Большой палец мал и узок. Кожа психической руки всегда тонкая и нежная. Для обладателей таких рук, как ни для кого другого, свойственен мечтателен характер и желание жить в заоблачных далях, а не в реальной жизни. Хироманты прошлых веков зачастую трактовали эту руку как внешнее выражение принадлежности ее владельца к наследственной аристократии. В качестве положительных качеств можно назвать руководство высшими духовными идеалами, правдивость, верность и доверчивость. Они испытывают глубокую потребность в любви и заботе, крайне чувствительны, мягкие в обхождении, нерешительные, часто остаются непонятными даже своим близким. Несмотря на многие прекрасные качества, обладателям психической руки
наш прагматический век не хватает рационального взгляда на жизнь и общество, а также элементарного умения приспосабливаться. Их может обмануть любой мошенник, если рядом не окажется человека, более искушенного в жизненных проблемах. Зачастую их характеризует просто феноменальная практичность, неискушенность и неспособность постоять за себя. Таким людям иногда недостает логики, строгости, порядка, пунктуальности, пренебрежение материальной стороной жизни, склонность к бездействию, созерцательности, идеализации действительности. Вот основная характеристика людей с такими руками. Во многом они ненадежны и слабы, а страстная любовь к мистицизму и оккультным наукам отделяют их от материального мира и людей. Под натиском обстоятельств они часто испытывают горе и лишения. Однако даже на самом дне они предпочтут умереть, но не прибегнут к обыденным, низким и себя любимым поступкам. Чем уже ладонь такой руки, и чем нежнее ее пальцы, тем больше в ее обладателе потусторонности, тем сильнее властвует над ним духовное начало. Эти же признаки указывают на недостаток физической силы и телесного здоровья. Считается, что подобные руки были у религиозных мучеников, изображенных на старинных фресках. Люди с психическими руками по своей природе идеалисты. Они обладают обостренной интуицией, крайне непрактичны. Они проводят значительную часть времени в воображаемом, придуманном ими мире, предпочитая его жизненным реалиям. Психическая форма руки широко распространена в Индии, на Дальнем Востоке, в то время как на Западе она встречается крайне редко. Философская рука. Философский тип руки, как правило, имеет квадратную форму. Пальцы длинные, с четко обозначенными суставами. Длинная, угловатая, с худыми пальцами, узловатыми суставами. Ладонь крупная, широкая, эластичная, часто костлявая, а ногтевые фаланги наполовину конические, наполовину угловатые, квадратные. Узлы в верхних суставах пальцев называются узлами мысли. Они указывают на развитое мышление и логику. Узлы в нижних суставах пальцев называются материальными узлами или узлами порядка. Они указывают на склонность к порядку и способность к материальным достижениям. Узлы мысли на широких и толстых пальцах создают независимость, мятежность, активную оппозиционность. Если узел мысли находится не сбоку пальцев, а сверху, то это указывает на изобретательность. Обе фаланги длинного большого пальца у обладателей философской руки почти одинаковы по величине, означая, что логическое мышление равномерно сочетается с развитой силой воли. Обладатели таких рук предпочитают неприкрашенную действительность, привлекательной иллюзии, являясь непревзойденными приверженцами правды и ценителями истины превыше красоты. Их характеризуют также врожденное умение все взвешивать и анализировать. Если владельцы практических рук поглощают практичные мысли и прикладные интересы, артистических отвлеченная идея красота искусства, то людей с философским типом занимают анализ и синтез. В процессе познания их интересует более причина явления, чем предъявленный голый факт, а сущность предпочитается внешней оболочке. Филантропический склад ума требует постоянного духовного роста, а внимание к мелочам и одаренность аналитическими способностями компенсируют неусидчивость и некоторую холеричность натуры. Профессиональной направленности узловатые суставы на пальцах философской руки указывают на способность к вычислению и методике, несколько конические пальцы на склонность к поэзии, а анатомические особенности большого пальца на влечение к диалектике.
Человек подобного склада испытывает восторг перед высокими моральными принципами и обладает необычайным стремлением к обучению и наукам, как эстетическим, так и экспериментальным и философским. И в повседневной жизни, и в научных изысканиях обладатель философской руки не верит слепо догмам и законам, а исследует и осмысливает чужие мнения, прежде чем их принять. Правила для него также важны, как и исключения, и классификация предметов и явлений может по-настоящему увлечь его. Руководящее влияние разума часто бывает причиной склонности таких людей к политической деятельности, а иногда ведет к скептицизму, научному и религиозному, но к слепому фанатизму никогда. В социальном плане для лиц с философскими руками лишь чисто артистические натуры несимпатичны, остальных они способны понять и оценить. Однако толпа ни в коей мере не властна над ними, а мнение большинства, не подверженное разумными доводами и фактами, не значит ничего. Весьма редко владелец философской руки может позволить сильному чувству господствовать над собой, но с другой стороны он способен пожертвовать традициями, обычаями, укладом общества во имя своей любви. У женщин философская рука встречается довольно редко. Люди с такими руками любят анализировать все без исключения. Для того, чтобы лучше понять причину такой дотошности, можно воспользоваться следующей аналогией. Представьте, что мысли зарождаются на кончиках пальцев. Достигая первого узловатого выпуклого сустава, удастся продолжить движение вниз. На втором суставе процесс повторяется. В результате, к тому времени, как мысль достигает ладони, она неоднократно прокручивается, подвергаясь тщательному анализу. Смешанная рука, смешанный тип руки. На практике вы обнаружите, что рука большинства людей идеально соответствует той или иной группе системы, созданной Дарпентинью. Те же руки, которые не подпадают под разработанную им классификацию, Дарпентинь не причислял к рукам смешанной формы. К счастью, при помощи его простой и удобной системы, о которой мы начали говорить, с квадратных и продолговатых рук, можно весьма успешно классифицировать практически всех и каждого. Такой тип руки встречается у подавляющего большинства людей, соединяя в себе признаки в меньшей мере двух других типов руки. Например, легко принять за артистическую руку коническо-элементарную, а философскую за высокоразвитую практическую, или же, наконец, чисто артистическую за психическую. Обладатель руки смешанного типа понемногу одарен качествами, какие свойственны изначальным основным типам. Если люди, обладающие типичными руками, имеют скорее яркие, чем многогранные черты характера, то смешанный тип руки указывает на более разносторонние интересы и способности. Такие люди интересуются наукой, искусством, могут заниматься физической работой, достигать успехов в спорте. Они начитаны, имеют склонности к разного рода деятельности, даже таланты, но ничем глубоко и фанатично не увлекаются. Способные на многое, они всегда остаются дилетантами и ничем особенным не отличаются. Коснемся такого понятия, как денежные руки. Всем известно выражение «деньги к нему так и липнут». А может быть, все дело в особенности строения рук. Руки богатых, преуспевающих в бизнесе людей всегда выглядят ухоженными и холеными. Зачастую кажется, что эти творения маникюрного искусства самые прекрасные и чуткие руки, а находиться рядом с их обладателями одно удовольствие. Увы, в реальности большинство деловых людей слишком меркантильны и думают лишь о материальном достатке и корысти. Говоря о финансовых проблемах клиента, хирософы прежде всего обращают внимание на внешний и общий вид руки.
Если пальцы тупые, коротковатые и сильные, то человек, скорее всего, в своей жизни руководствуется материальными соображениями. Чем длиннее пальцы, тем более творческими и менее материальными становятся мотивации человека. Если рука широкая, пухлая, без видимых выступающих вен, значит данная личность равнодушна к благосостоянию коллег и других окружающих его людей. Ни амбиции, ни зависть не смогут подвигнуть ее на жертву своим внутренним комфортом ради карьеры или денег. Такой человек считает возвышенные чувства помехой в бизнесе. Чем тоньше рука и чем рельефнее обозначены на ней жилы и вены, тем более активен человек, и его творческое начало и вдохновение обязательно находят себе место в его деловой жизни. Длинная утонченная рука предполагает, что данный субъект обратил себе на выгоду талант или навык, построив на нем свое дело. Такие руки можно встретить у ювелиров, создавших сеть салонов по продаже драгоценностей, или у художников, зарабатывающих на своих полотнах. Более плотная, сильная рука принадлежит человеку, рожденному для работы в бизнесе, хотя у него и не было дающих преимущество особых дарований. Костистая, узловатая, довольно жесткая рука с маленькими ногтями и четкими линиями отмечает человека жесткого, готового подмять под себя любого оппонента. Будучи у руля фирмы, такая акула бизнеса постарается проглотить всех конкурентов без малейшего сожаления. Довольно мясистая, сильная рука принадлежит хорошему организатору и руководителю коллектива. Однако, если нижняя часть его ладони массивна в районе бугров Венеры, около большого пальца, Луны, противоположный холм у основания ладони, Нептуна и Плутона, холмы расположены между баграми Венеры и Луны, то он может оказаться жестоким наглецом, использующим свой ум и положение как оружие и не заботящимся о боли, которую наносит окружающим. Если рука более тонкая, но при этом вышеперечисленные ладонные бугры хорошо выражены, то человек может отличаться резкой, саркастической манерой. Более округлая рука отличает субъекта, который хитростью, лестью и улыбчивой маской умеет добиться от других желаемого без особых трудностей. Замечено, что у многих бизнесменов довольно маленькие, круглые ручки. Эти люди любят разнообразие и требуют для своего развития и движения разнообразных стимулов, нуждаясь в постоянных испытаниях. Они относятся к жизни, в том числе и к своей карьере, как к игре, наслаждаются подъемами и падениями в делах. Это превосходная позиция игрока, позволяющая легко переживать временные неудачи и не тратить силы на бесплодные жалобы на жизнь. При этом более массивные, рыхлые руки соответствуют энергичному служащему, а утонченные – изобретательному.